Привет, это Анатолий, Капрацваль, кастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 15-й выпуск. Сегодня мы встречаемся не в Средиземье, а в уютном кабинете ученых и постараемся ответить на некоторые вопросы, которые иногда возникают при чтении книг Толкина. Мы поговорим о том, был ли «Властелин колец» для Толкина его главным творением, можно ли назвать его творчество черно-белым, и правда ли, что истории Толкина всегда заканчиваются хэппи-эндом? Итак, начнем. Иногда можно услышать, что «Властелин колец» был самым главным из того, что написал Толкин. Это можно понять, потому что по разным причинам эта книга завоевала наибольшую популярность у читателей. Она была написана в понятном и привычном для нас жанре романа, а персонажи Хоббита являются для нас посредниками при нашем знакомстве с миром героических легенд, помогающим нам установить с ним контакт. Поэтому неудивительно, что «Властелин колец» и чуть в меньшей степени «Хоббит» являются для нас теми книгами, которые наиболее резонируют с нашим опытом. Но были ли они чем-то, что сам Толкин рассматривал как свой опус магнум? Первые подступы к своей идее написать мифологию и посвятить ее своей стране, Англии, Толкин сделал в середине 10-х годов. Сначала это были стихотворные отрывки, где он попытался обрисовать некоторых персонажей и сюжеты, связанные с ними. Потом в 16-17 годах появляется первый черновик сборника легенд в прозе, записанный им в тетрадках и озаглавленный «Книга утраченных сказаний». В 20-е годы Толкином овладела идея фикс превратить некоторые из этих преданий в эпические поэмы. Так возникают «Песни о детях Хурина», написанная аллитерационным стихом, и «Леолейтиан» или «Жеста об Эроне и Лютиен», где Толкин использовал парно-рифмованное двустишье в соответствии с жанром средневековых британских лэ. Также продолжал развиваться его легендариум в целом. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы совершенно случайно для себя Толкин не написал всемирно известную фразу о норе, в которой жил Хоббит, а потом не попытался из чистого любопытства выяснить, что это такое Хоббит. Но, как бы то ни было, это послужило причиной того, что Толкин постепенно отложил творение своей мифологии и начал писать «Хоббита» сначала для детей, а потом уже и для издательства, проявившего интерес к рукописи. После того, как публикация книги принесла умеренный успех, читатели и издатели стали требовать новых историй про хоббитов. Толкин к такому повороту событий был не готов, так как ему казалось, что он разработал тему хоббитов полностью. Тем не менее, он попытался использовать эту ситуацию для того, чтобы опубликовать уже имеющиеся у него легенды. Он отсылает кучу манускриптов в издательство. К сожалению, рецензент, к которому попали эти рукописи, без всякого объяснения, не смог разобраться, какое отношение они имеют друг к другу и к Хоббиту. То, что он прочитал, а это была поэма об Эроне и Лютиен, показалось ему поэтической обработкой какой-то древней кельтской легенды. Даже немножко смешно наблюдать за растерянностью и смущением рецензента, пишущего: «Я просто-таки затрудняюсь сказать, что с этим делать. Тут, похоже, даже автора нет, и никакого указания на источники». По справедливости считается, что рецензенты издательств могут похвастаться каким-никаким интеллектом и начитанностью, но, признаюсь, ранние кельтские жесты в круг моего чтения не входят. И я даже не знаю, это какая-то знаменитая жеста или нет, или, если на это пошло, насколько она подлинная. Полагаю, что все-таки подлинная, потому что оставшийся неизвестным стихотворец приложил страницу другую прозаической версии, которая на голову выше. Ну что ж, неплохо, профессор, ваша поэма произвела впечатление подлинной. Тактичный глава издательства Стэнли Анвин написал Толкину: «Как вы и сами догадались, не просто будет что-либо сделать с жестой об Эроне и Лютиен в стихотворной форме, но на нашего рецензента произвели сильнейшее впечатление страницы прозаической версии, к ней приложенные. В Сильмариллионе масса великолепных материалов, но это не столько книга сама по себе, сколько золотые копии, которые предстоит разрабатывать, сочиняя новые книги вроде «Хоббита». Толкин был введен в заблуждение мягким тоном отказа, о чем свидетельствует и последующее письмо. «Больше всего я радуюсь тому, что Сильмариллион не был отвергнут с презрением. Теперь я со всей определенностью буду надеяться, что в один прекрасный день Сильмариллион опубликуют, или я смогу позволить себе издать его за свой счет». Из этого письма мы видим, насколько сильно было желание Толкина
опубликовать эти легенды. К сожалению или к счастью, это желание тогда не исполнилось. Почему к счастью? Много позже в одном из писем он пишет: «Тогда я предложил в издательство «Легенда древних дней», но рецензенты их отклонили. Издательство требовало продолжения «Хоббита», а мне хотелось героических легенд и возвышенного эпоса. Результатом стал «Властелин колец». Так что не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что публикация Сильмариллиона не была для Толкина обычным капризом, ясно хотя бы из того факта, что как только он завершил написание «Властелина колец», он снова возвратился к поэме о Бероне и Лютиен, а также к сказанию о падении Гондолина, которое он начал существенно перерабатывать. Но они опять остались незавершенными, так как ему пришлось готовить «Властелина колец» к печати, биться с издателем насчет публикации приложений, готовить индекс имен и названий, а потом отвечать на письма читателей, затем готовить исправленное второе издание и так далее. А «Властелин колец» тем временем во многом изменил и расширил прежнюю мифологию. Толкину пришлось перерабатывать многие ее части, а годы были уже не те, и он чувствовал, что работает все медленнее и ничего не успевает. В последние годы жизни он уже примирился с мыслью о том, что он не увидит опубликованного Сильмариллиона, и возложил эту трудную задачу на своего сына Кристофера. Но это уже совсем другая история. Далее мне хотелось бы поговорить о паре стереотипов о творчестве Толкина. Часто можно услышать, что Толкин всегда заканчивал свои истории хэппи-эндом, в отличие от некоторых современных авторов фэнтези. Обычно как аргумент приводится тот факт, что в «Хоббите» и «Властелине колец» никто из главных героев не погибает, а если кто-то и умирает, то это второстепенный персонаж. Я не говорю о том, что это утверждение показывает отсутствие знакомства с Сильмариллионом, который был главным делом жизни для Толкина. Один из знатоков Толкина назвал эту книгу сборником легенд без хэппи-энда, главные герои которого, сумасшедшие эльфы, вперлись в Средиземье на сплошном боевом азарте. Они не подозревали, что для них все уже кончилось, не успев начаться. У пациента был рак, а он считал, что борется с простудой. Об этом мы еще поговорим как-нибудь в другой раз, но даже если говорить о двух самых известных книгах, требуется небольшая корректировка. В «Хоббите» Бильбо, конечно, не умирает. Погибают другие персонажи, на всякий случай об этом пока никаких спойлеров. Но это и понятно. Эту сказку Толкин писал для своих детей. А вот что насчет «Властелина колец»? Фродо, говорите, не погибает. В Мордоре нет. А потом? Он вынужден уплыть на корабле на запад, на Тол-Эрессеа. Нам это часто кажется чем-то вроде отбытия на курорт. Но если мы внимательнее вчитаемся в этот отрывок из книги, мы увидим, что он наполнен глубокой скорбью. «Но я думал, — пробормотал Сэм со слезами на глазах, — я думал, вы тоже будете еще много-много счастливых лет жить и радоваться нашему родному заселью. Раньше я тоже думал, что меня ждет тихая жизнь. Но моя рана оказалась неизлечимой, Сэм. Я попытался спасти заселье, и оно было спасено, но не для меня». Пусть здесь не говорится о смерти в буквальном смысле, для меня эта сюжетная линия очень напоминает легенду о короле Артуре, который во время последней битвы был смертельно ранен и тоже был отправлен на остров Авалон на западе для исцеления. О смерти Артура не говорится напрямую, но ясно, что Авалон здесь также выступает как символ островов блаженных, загробной страны. Фигурой, которая, казалось бы, может вкушать плоды победы, здесь является король Арагорн. Собственно, в самом сюжете книги так и есть. Но если мы прочитаем сказание о Арагорне и Арвене из приложений, нас может поразить его интонация. Арагорн умирает, и это было бы еще полбеды. Дело в том, что Арвен, выбрав его судьбу, отказывается тем самым от своей бессмертной природы и обрекает себя на смертность и одиночество. Я должна принять человеческий жребий, хочу я того или нет. Я понесу утрату и не зайду в молчание. Но вот что я скажу тебе, о король нуминорцев. Лишь теперь поняла я историю людей и их грехопадения. Я презирала их, считала порочными глупцами, но теперь под конец я жалею их. Ибо если, по слову элдеров, смерть и впрямь — ничто иное, как дар единого племени человеческому, то дар этот полон горечи, и принять его трудно. Арагорн пытается передать ей свою надежду, говоря: «Наш уход полон скорби,
Но нет в тем отчаяния, ибо мы не навечно привязаны к этому миру, и за его пределами есть нечто большее, чем память. Тем не менее, свет в глазах ее погас, и людям казалось, что лицо ее сделалось холодным и серым, как зимние беззвездные сумерки. Сказав «прости» Элдариону, дочерям и всем, кого любила, она покинула Минас Тирит и ушла в Лориен, и пребывала там в одиночестве среди роняющих листву деревьев, пока не наступила зима. Наконец, когда вся листва с Маллорнов опала, а до весны было еще далеко, Арвен взошла на вершину холма Керин-Амрот и легла на траву и уснула. И там будет ее зеленая могила, покуда не изменится лицо мира, покуда память о ней не сотрется в преданиях поздних поколений. Иногда можно услышать такой упрек, что картина мира в творчестве Толкина черно-белая по сравнению с другими современными авторами фэнтези. Опять же, мне сразу вспоминается сказание об Элдарионе и Рендис из неоконченных преданий, где поначалу кажется, что мы знаем, на чьей стороне наши симпатии, но чем дальше, тем больше понимаешь неоднозначность мотивации обоих персонажей. Примеры из легендариума можно множить, но вернемся к «Властелину колец». Мы видим Фродо, который сопротивляется кольцу необыкновенно долго, но в конце концов все-таки поддается искушению. Конечно, я не обвиняю его, но это показывает, что он не описывается писателем в черно-белом свете. А возьмем, наоборот, Боромира, который куда как больше подходит для того, чтобы быть изображенным в черных красках. Кольцо легко порабощает его, но Толкин все равно избегает того, чтобы изобразить его как злодея. Он приходит в себя, раскаивается и делает все от него зависящее, чтобы достойно выполнить свой долг. Даже Голлум иногда, особенно в одном моменте, находится недалеко от спасения и перехода на светлую сторону. Что удержит его от решающего шага? Как ни горько это осознавать, необдуманные слова Сэма, одного из самых достойных героев книги, которому в данный момент не хватает чуткости и понимания страшной борьбы, происходящей в душе Голлума. А премудрая Галадриэль, которая еле-еле проходит испытание кольцом. Ты отдаешь кольцо по доброй воле. Вместо черного властелина ты возводишь на трон властительницу. Но я не буду черной, о нет. Я буду дивной и грозной, как утро и ночь. Прекрасной, как море и солнце, и снег на вершинах. Страшной, как буря и молния. Я стану сильнее оснований земли. Все будут любить меня, и все лягут прахом у моих ног. И не только она. Гэндальф тоже боится, что кольцо возымеет на него такое же влияние. Если наделить меня такой властью, в моих руках она сделается 100 крат могущественнее и страшнее. Но власть кольца надо мною будет еще более крепкой, более гибельной. Кольцо знает путь к моему сердцу. Оно будет действовать через жалость к слабым и желание обрести силу для благих дел. Я не смею взять его даже на хранение, даже если поклянусь никогда не использовать его. У меня не хватит сил сдержать обещания. Я буду в нем слишком нуждаться, ведь впереди ждут такие тяжелые испытания. Все эти и многие другие персонажи изображаются Толкином многопланово, без систематизации хороший и плохой. В их душах постоянно идет борьба. Тем не менее, да, это борьба между светом и тенью. Толкин твердо стоит на убеждении, что каждый из нас делает свой моральный выбор, и это происходит в каждый момент. И этот выбор невозможен без осознания нравственной проблематики. В некоторых современных фэнтези прослеживается идея, что нет добра и зла, что это всего лишь конструкт нашего сознания, что плохие поступки людей плохи только с точки зрения современной морали и нравственности, а на самом деле единственное, что имеет значение, это власть и выживание. Типа это не я плохой, это жизнь такая, мне не оставили выбора. Может быть, стоит пойти на ужасные с точки зрения морали деяния, чтобы достичь высокой цели? Или хотя бы просто выжить? Такая вот реаль-политик. Толкин был с этим хорошо знаком, и такую философию мы слышим из уст Сарумана, который утверждает, что нужно подстроиться под новые обстоятельства, чтобы выжить. Он пытается изобразить себя жертвой, а свободные народы — агрессорами, и утверждает, что их порядочность приведет их к уничтожению от рук большего зла, чем он. «Я надеялся предостеречь тебя от неразумных промечивых советов, которым ты следовал так слепо. Невзирая на обиды, я предлагаю тебе помощь, ибо в конце пути
на который ты ступил, о король, тебя ждет неминуемая гибель». Мы читаем, что его пропаганда действует на многих. Сердца этих простых людей внезапно омрачила тень великого страха. А вдруг Гэндальф действительно ведет Рохан во тьму, к бесславному концу, в ничто? Саруман же, казалось, манил короля на порог, за которым брежило избавление, и в полуотворенную дверь за его спиной проникал луч света. И только слова Гимли развеивают морок. В словах этого чародея все перевернуто с ног на голову. На его языке помощь означает смерть, а спасти значит убить. Так что не следует путать изображение людей и морали у Толкина. Его персонажи почти всегда многоплановые и действуют в сложных обстоятельствах, где очень трудно сделать правильный выбор. Но этот выбор имеет под собой моральные основания, которые для Толкина, как христианина, были всегда тверды. Нам не дано предугадать, куда приведет нас наш выбор, но одно мы знаем. Если мы будем подстраивать мораль под себя, руководствуясь страхом, он не приведет нас к добру. На сегодня это все. Это был Анатолий Акапарцефаль, который был с вами на прямой связи из уютного логова кабинетного ученого. В следующем подкасте мы вновь перенесемся к одинокой горе и к хоббиту, который тоже чувствует себя очень напуганным и одиноким. Присоединяйтесь к нам, если не боитесь. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, присылать на адрес email info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Ваня Сулея, попутного ветра.